Всем привет, с вами Роман Шабанов, и совсем недавно я купил в одном из магазинов вот такой вот новодельный картридж с игрой Contra Hard Corps. Этой игры у меня никогда не было на 16-битных картриджах, я в нее играл только на эмуляторе, поэтому очень хотелось приобрести, и как только предоставился такой случай, я это сделал. Отдал за него 200 рублей. И знаете, когда я первый раз его увидел в магазине, я подумал, что это игра Рэмбо 3, но прочитал название и понял, что это Contra Hard Corps, еще и русская версия. Ну, русская версия это всегда хорошо, тем более, что на картридже перевод группы Шедевр, а как известно, они говно не делают. Наконец-то Сильвестра Сталлоне поместили на обложку игры Contra. Он так долго туда пробивался, ну и вот наконец-то русские пираты это сделали и стали его перерисовывать, просто наляпали. Сейчас я покажу сам картридж. Это вообще, видите, у него даже наклейка вся оттопырилась, вся оттопырилась. И вообще на самом картридже изображен герой игры Вульфенштейн, который стреливает фашистов. Ну что, мягко говоря, не контра. Не перестаю удивляться фантазиям наших пиратиков. Сам картридж вполне годный, не считая того, что пластик все-таки у него дешманский, даже еще хуже, чем были у нас в 90-е. Коробка более-менее из приличного пластика сделана, но ставить на полку такой картридж, конечно же, не хочется. С такой позорной обложкой, отдирающимся стикером на самом картридже. Ну это бардак полнейший. Я подумал, что можно с этим сделать. В принципе, картридж у меня есть, игра меня устраивает. И недолго думая, я решил картридж этот прокачать, чтобы он был более каноничным. Так у меня и появилась идея вот этого видео. Картридж на прокачку Contra Hard Corps. Погнали! Для начала давайте определимся с тем, что у нас уже есть и что нам необходимо переделать в этом картридже. У нас есть вполне себе годный сам картридж, плата. Единственное, что на нем плохо, это этикетка, которая, во-первых, не по размеру, а во-вторых, отдирается сама по себе. То есть нам необходимо заменить на самом картридже этикетку на оригинальную, естественно, контровскую, и коробка от картриджа, которая тоже с очень кривой этикеткой, которую необходимо заменить. Сама коробка, она очень маленькая, как вы наверняка уже знаете, у нее нет держака для инструкции, для мануала. Но на этот случай у меня есть от одного из моих старых картриджей большая коробка, которую я собираюсь сегодня использовать. То есть я возьму другую коробку. Вот у меня есть вот такая коробка от игры Sonic 3D Blast. Когда-то я покупал этот картридж на барахолке, и мне вместе с картриджем дали вот такой бокс, но он был без этикетки, то есть был просто черный. Как видите, обложку я нарисовал сам когда-то. У него здесь вполне себе приличный держак для картриджа, держак для мануала игры, и он вполне себе подойдет для моего свежепрокачанного картриджа Contra Hard Corps. То есть, что нам предстоит? Заменить наклейку на картридже на оригинальную контровскую, создать с нуля обложку для коробки и создать с нуля мануал. Я решил, что с мануалом будет как-то более канонично. Наверное, самое сложное из всего этого это именно создание мануала. Но так как игра у нас на русском, здесь вот даже написано, то мне предстоит перевести обложку для коробки на русский язык. Я решил, что не буду переводить ее всю, а переведу только текст на задней стороне, который описывает, что за игра и что там надо делать. Будет более правильно, наверное, оставить лицевую сторону на английском. Она будет более узнаваема. Самое, наверное, долгое и проблематичное будет восстановить мануал из сканов, которые я раздобуду в интернете, и перевести все это дело на русский. Сделать пригодным для печати, там, собрать из этого полноценную книжку. Ну что ж, это будет нелегко. Мне пришлось немало погуглить, прежде чем я смог найти более-менее качественный скан обложки американской. Затем я начал искать отсканированную инструкцию, чтобы у нее были все странички. Это оказалось довольно легко, потому что контр-игра распространенная, и очень на многих сайтах есть даже несколько вариантов с отсканированными страницами. Зачастую качество их оставляло желать лучшего, но таким образом я получил общую картину того, что мне нужно сделать, и начал уже распознавать текст с отсканированных страничек и постепенно переводить его на русский язык. Где-то примерно за неделю потихонечку, понемножечку я перевел всю инструкцию, включая весь сопутствующий текст помимо описания игры. Пока я переводил инструкцию и изучал ее, там выяснилось, что скриншоты на ней очень плохого качества, и я решил заменить их новыми скриншотами. То есть я
взял похожие скриншоты из игры и вставил их в инструкцию. И по мере работы я понял, что я смогу заменить все картинки в инструкции на цветные картинки. То есть на выходе у меня получилась не просто инструкция, а инструкция полностью цветная. Не так, как оригинальная американская инструкция, где там все картинки черно-белые, за исключением обложки. Изображения главных героев игры команды Hardcore были взяты из японской инструкции, где они уже по умолчанию были цветными. А вот изображения боссов, они были черно-белыми, и их не было в японской инструкции, поэтому их пришлось раскрасить вручную. Ничего особенно сложного, с этим я тоже справился, там буквально за день всех 4 раскрасил. Текст я распознавал, потом переводил. И здесь самым сложным было, пожалуй, совместить страницы так, чтобы их можно было потом легко распечатать. То есть я сначала печатал на листе, потом его переворачивал и печатал на другой стороне. Чтобы не запутаться, я помечал одну половину листа галочкой, а вторую ноликом, чтобы потом было легче их распределить, когда я буду состыковывать. А для того, чтобы понять, в каком порядке они должны были печататься, я сделал такую небольшую книжечку, типа книжечку, на которой написал все странички. Вот она. Здесь я просто поставил номера страничек, где написал обложка, и просто положил ее, листал, пронумеровал здесь все страницы, и потом просто брал, вот так один листочек, смотрел, какие есть номера страниц с двух сторон, и постепенно так по одной страничке печатал. Для печати я купил более такую дорогую бумагу, чтобы странички были более гладкими. В итоге получилось 6 страничек, которые нужно было вырезать очень аккуратно, поэтому я не стал использовать ножницы, обрезал лишнюю бумагу с помощью канцелярского ножа. Таким образом у меня получились очень ровные края у страничек, и процесс муторный, но не слишком долгий. К тому же я стремился сделать максимально качественную инструкцию. А чтобы соединить странички, я вытащил обычные скрепки из степлера из маленького. А для того, чтобы пробить дырки для скрепок в самой инструкции, в готовой книжке, я соединил там все эти странички, подготовил для пробивания. И чтобы пробить дырки для самих скрепок, я вытащил из циркуля иголку, она там достаточно острая, и с одной стороны она тупая, и поэтому очень удобно было, просто ударив молотком, пробить все странички. После чего я просто вставил туда скрепки и зажал. В итоге на выходе у меня получилась вот такая книжка, которая в принципе внешне не отличается от оригинальной. Как видите, скрепки держат, все, она не разваливается, листать ее довольно приятно. Единственное, что у меня получился косяк с содержанием. Вот здесь вот я в фотошопе не отметил слой с нумерацией страниц, придется это все перепечатать и перевставить. Пока что пойдет и так. Закончив с мануалом, я перешел к созданию обложки для коробки. Но прежде чем браться за контур, я решил поэкспериментировать. У меня есть еще один новодельный картридж Червяк Джим, которым я тоже заменил обложку на коробке. Вот так вот она выглядит теперь. На самом картридже я не стал менять пока что этикетку, но она, как видите, тоже вся уже отдирается и так и просится, чтобы ее заменили. Результат меня устроил, и я приступил к созданию уже обложки для контры. Для начала я перевел текст с описанием игры на задней стороне упаковки, после чего в фотошопе замазал весь английский текст и поместил поверх него русский. В результате у меня получилась обложка на русском языке. Я ее уже по отработанной схеме распечатал, также вырезал с помощью канцелярского ножа и аккуратненько потихонечку вставил под пластик у коробки. Ну и последним штрихом осталось заменить стикер на самом картридже. Так же как и с обложкой, я тоже сначала поэкспериментировал на другом картридже, взял за основу игру Daffy Duck в Голливуде. Этот картридж у меня уже очень старенький, у него побитый корпус и была порвана вся этикетка. Я все это дело удалил, восстановил саму картинку и наклеил на картридж. Результат меня в принципе устроил, и я уже смело взялся за создание этикетки для самой контры. Для этих целей я специально приобрел самоклеющуюся бумагу формата А4. Чтобы ее не транжирить, я разрезал листы А4 пополам, сделав из них А5. Бумагу это можно купить в любом канцелярском магазине без проблем. Со стикером возникла проблема. Поискав в интернете, я понял, что нормального скана для печати найти не удастся. Так как наклейка на картридж делается с небольшим загибом, то все сканы или фотографии были либо с передней части, либо только с верхней части, либо в перспективе. Вытащить картинку нормально из такого изображения нельзя. Поэтому стикер пришлось воссоздавать с нуля. Я взял за основу более-менее приличный скан и поверх него в фотошопе сделал максимально похожий макет. Далее распечатал и все так же вырезал с помощью канцелярского ножа. Скругление по краям этикетки я сделал обычными ножницами. Снять старую наклейку с картриджа не составило особого труда, так как она наполовину сама уже вся отклеилась. Клеить новый стикер я начал сверху.
коробку, содрав с самоклеющейся бумаги защитную пленку наполовину и постепенно наклеивая ее. Здесь не стоит слишком торопиться, потому что картинка может криво наклеиться и придется все переделывать. Ну и вот и все, обновленный картридж был готов. И вот сейчас у меня на столе 3 элемента игры Contra Hard Corps, которые я сейчас буду соединять уже в финальный продукт. Картридж, как видите, с новой этикеткой. Вот здесь можно прочитать сбоку название, если он будет лежать на полке, то очень легко можно будет прочитать название. Этикетку я не стал переводить на русский, потому что здесь, в принципе, идет только название игры и какой-то там копирайтовый текст, который, в принципе, читать не обязательно. Мануал к игре, многострадальный, полностью цветной, не только обложка, но и все изображения, которые только есть в нем. Можно сказать, бонусом идут все в цвете. И сама коробка с обновленной, свежераспечатанной обложкой. Здесь все написано на русском, здесь все осталось нетронутым, все на английском. Открываем коробочку, вставляем туда картридж на законное его место, долгожданное. И последний, самый главный штрих, это вставить инструкцию. Аккуратненько сейчас я ее туда вставлю, чтобы не помять, не повредить. Вот так. Как видите, держится как влетая, как будто под нее и делали. Все. В общем-то, моя копия игры Contra Hard Corps полностью собрана в конечном варианте. Вот она, вот она! Ультра ограниченное издание игры Contra Hard Corps на русском языке. Такого вы нигде не найдете, в единственном экземпляре. Будет стоять у меня на полочке. Вот такое уже, вот такое уже не стыдно поставить на полку. И даже кому-то показать, кто придет в гости, рот откроют. Все, инструкция полностью на русском, игра полностью на русском. Здесь все на русском, все по-честному. Поставим ее вот сюда. Если вы вдруг захотите повторить мой эксперимент, то в описании к видео я размещу ссылку на группу Remember Classic ВКонтакте. Там будет пост, в котором я прикреплю архив с обложкой к коробке, стикером для картриджа и всеми страницами мануала на русском. Вам останется только все это дело распечатать, вырезать и соединить в единый такой комплект, который у меня вот здесь имеется. Но вы наверняка спросите, а что делать, если у меня коробка с игрой маленькая, как вот эта вот. И что же с этим делать, мы поговорим уже в следующий раз. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями, чтобы видео могли выходить чаще. Свои мысли по прокачке новодельных картриджей пишите в комментариях. Возможно, придумаем какой-то более простой способ сделать игры более презентабельными, чтобы было не стыдно поставить их на полку. На этом у меня все. Еще увидимся.